Ой, какой аромат огуречный стоит. Здесь и чесночком пахнет, и укропчиком. Супер. Но вы попросили рассказать, как же я готовлю огурцы на зиму, мариновые. Я очень просто их готовлю с уксусом. Очень вкусно получается, хрустящие. Тем более в знаке близнецы огурцы у нас просто хрустики. Вот настоящий огурец. Что я делаю? Подготовила банки, помыла содовым раствором хорошенько. А теперь мою огурчики, мою укропчик. И сейчас порежу укропчик кусочками на дно банок. На дно баночек я 2-литровые сделаю 2 банки. Укропчик, больше укропчика, вкуснее будет. И чесночок беру, разрезаю вот так, чтобы больше вкуса отсюда выходило к огурчикам. Это сочетание очень вкусное. Решили, не будем мы горький перец ложить, лучше мы черненький перчик положим и сюда же положим лаврушечку, и будет предостаточно. Смотрите, какая красота. Ну а теперь остается мыть и сложить вот эти огурчики все, которые мы собрали, вот, всю баночку. Получается, что у нас внизу укроп, чеснок. А затем я покажу, как я рассол готовлю. И рассол будет у нас уже с лавровым листом и с черным перчиком. Заливаю обычной кухонной водой огурчики. Для чего я это делаю? Для того, чтобы знать, сколько мне надо воды. Будет чуть-чуть надо будет больше, чем здесь. Для того, чтобы угадать с рассолом. Вот я сейчас буду знать. Ага. Вот у меня здесь есть 2 литра. Все устанавливаю на плиту, пусть закипает. Затем буду заливать кипятком их. Ну и приготовлю крышечки. Водичка закипела. Набираю и потихонечку заливаю, чтобы банка не лопнула, по чуть-чуть по огурчику. Вот так. Должна быть кипяченая водичка. Так я залила кипятком. Набираю снова 2 литра мне надо. И на огонь. И пока не закипит, от кипяточки будут находиться вот эти огурчики. Буду заливать 3. На 3-й раз буду уже заливать рассолом и закрывать. Сейчас время такое, везде и всюду. Споры грибковых заболеваний, время грибка. Поэтому на этот раз я уже буду дважды заливать. Первую воду выливаю, а вторую... Все, у меня закипела здесь в кастрюле вода, вторая. А эту первую, которая вот 15 минут прошло, я выливаю. Вот, выливаю здесь у меня так. Эта водичка нам не нужна. Там, если что-то где-то и было, все вытекает. Очень нравится мне вот эта специальная крышка. Вот так вот, хорошо. Ну, а теперь... беру кипяточек и заливаю снова сюда в банку. И получается, что мне нужно будет, сейчас вот я уже оставлю, эта водичка нам нужна будет для рассола. Я оставлю ее, залью сейчас на 15 минут. Ну а тем временем буду готовить. Крышки у меня тоже готовы из кипяточка. А я буду готовить все, что нужно для рассола. Ну, вот прошло 15 минут. Я уже подготовила соль. Мне надо на 2-литровую банку вот так вот, не полную сверхом ложку соли. Значит, на одну банку у меня 2 банки. Вот так вот. На 3-литровую я ставлю сверхом. Так. И точно столько же, 2 столовые ложки здесь сверху можно сахар. Получается очень вкусно. Так, теперь сюда же ставлю обязательно перец черный горошком. Где-то по 5-7 горошин на баночку. Мне очень нравится, когда он пахнет горошком. Рассол пахнет горошком, огурчики пахнут. Так, это уже заканчивается. И выбираю только крупненькие. Так, теперь обязательно лаврушку надо. 1 лавровый лист на баночку. Больше не надо.
Аромат будет очень хороший. Ну и теперь момент истины. Все у нас уже есть. Теперь вот этот рассольчик нужно отправить в кастрюлю. Вот. Также хорошо кто-то придумал вот эту крышку. Вот так вот. Очень удобно. Ну вот. Рассол уже, смотрите, даже цвет такой зелененький. Запах огурцов очень хороший. Все это перемешивается и ждем, пока оно хорошенько закипит. И минутку должно прокипеть. Для того, чтобы если что-то есть на лавровом листе или на перчике, соль, сахар, все это должно перекипеть. Должен быть хороший рассол. У меня там уже в стадии кипения, я хочу показать, это у меня 9% уксус, но уже проверила. Он всегда меньше, чем 9%, поэтому заливаю вот в 2-литровую банку. Раньше у меня здесь хватало 2 ложки, но так как сейчас он не соответствует этой высокой планке, беру 3 ложки, заливаю в банку. Так, пока у меня не кипит, там же закипает. Сейчас и сразу в эту банку, чтобы не забыть. Я иногда забываю, если много банок. А чем хорошо, когда у тебя небольшое количество, ты можешь спокойненько каждой баночке уделить особое внимание. Итак, по 3 ложки. Немного. Мы любим именно вот такие. Они получаются хрустящие, малосольные, очень вкусные. Мы не любим вот эти кислые, закисленные огурцы. Итак, вот это пока отставляю. И у меня уже, смотрите, закипело. Смотрите, какой. А пахнет как. Очень вкусно пахнет. Итак, кипит. Сейчас мы это все, надо, чтобы сильно кипело. Сейчас в баночку. Давай, закипай. Я так делаю, чтобы вот набрать и чтобы попало 1 лавровый листик и перчик, чтобы одинаково было. Итак, заливаю сюда в баночку. И черный перчик здесь. Какая красота! Смотрите, какая прелесть! Мне нравится, что очень быстро. Не надо ждать этих 3 дня. Я когда-то их закисляла. Вот. Мама тоже как-то делала, закисляла, а потом не шли у нас эти огурцы. И вот научилась вот это с маринадом делать. И красота. Теперь остается закрыть. Так. О, есть точно. Теперь закрываю. Всего-то дел. Очень легко и просто. Вот это подготовительные работы только. Все. И баночка готова. А теперь остается занести в теплое место. Сейчас мы это сделаем. Перед тем, как я ее уже уложу, значит, здесь же уксус у меня. Я хочу, чтобы уксус везде был равномерно, поэтому вот так немножечко эту баночку закрываем, накрываем. Главное в этом деле очень хорошо укутать. Ой, сейчас пойду вторую закрою, и они у меня будут очень-очень тепло укутаны. 2 суток. Ну что ж, огурчики у нас закрыты, спрятаны, созревают. А Раиса Кириченко, Александр Волик дальше занимается другими вопросами. У нас первый депозит под названием «Банк 2 литра» уже произведен. Проценты будем уже зимой хрустеть на столе, каши, картошки и так далее. Приятного аппетита, всего самого доброго. До новых встреч в новых видео.